Восток Амфибия в бронзовом корпусе с сапфировым стеклом и однонаправленным безелем с трещоткой. Такую амфибию мы ждали долго. Привет, друзья! С вами Виктор, и вы на канале про часы. Сегодня посмотрим на часы, вызвавшие действительно большой ажиотаж среди любителей Востока. Почему? Думаю, будет понятно из этого видео. Часы получились действительно крутыми. Лимитированная серия Восток Амфибия 1967 в корпусе из бронзы. Именно в 1967 году по заказу ВМФ СССР были изготовлены первые часы Амфибия, ставшие знаковым предметом того времени. Про историю создания этих часов и особенностях их строения я подробно рассказывал в другом обзоре. Посмотрите, если интересно, как создавались эти часы. Ссылка будет в описании к этому ролику. Часовой завод «Восток» к 50-й годовщине создания первых часов Амфибия и к собственному 75-летнему юбилею представил специальные серии этих часов, вдохновленные старыми эскизами и чертежами. Часы получили массивный корпус из бронзы в формате бочки, мануфактурный механизм 24-го калибра, сапфировое стекло с антибликом и безель с односторонним вращением. Не забывайте подписываться на канал и давайте смотреть на эти часы ближе. Поехали! Итак, давайте начнем с комплекта поставки. Поставляются часы в картонной коробке. Наверху позолоченная надпись «Восток». Коробка, в принципе, абсолютно обычная, прямоугольная, как на многих сериях Амфибии. И у нас есть книжечка, здесь информация как раз-таки о том, что это юбилейная серия, о том, что первая Амфибия была сделана в 1967 году, и книжечка выполнена на двух языках, русский и английский. Также здесь указаны характеристики модели. Механизм Восток 2415, автоподзавод, ручной завод, противоударное устройство оси баланса. Но об этом поговорим немножко позже. Давайте посмотрим непосредственно на сами часы. И вот она лежит, наша бронзовая Амфибия. В прекрасном бронзовом корпусе. Это на моей памяти первая такая действительно серьезная бронзовая Амфибия. И часы действительно получились выдающимися. Давайте более детально посмотрим, что в них есть. Итак, корпус. Корпус в формате бочка выполнен из бронзы, и его габариты составляют 42 мм на 50 мм. В принципе, довольно крупный, но при этом вполне подходит и на небольшую руку. Заводная головка завинчивается, здесь также есть логотип «Восток». Собственно, водозащита часов стандартные для амфибии 200 метров. И здесь действительно интересно сделан безель. Он тоже из бронзы, и в этих часах безель однонаправленный на 120 кликов. Идет он очень плотно, и небольшой люфт, может быть, имеется, если так сильно расшатать, но в целом очень хорошо движется, и чтобы его повернуть, нужно сделать действительно небольшое усилие. Просто так он не вращается и случайно не повернется. И это уже действительно, можно сказать, дайверские часы, потому что многие говорят, что безель должен вращаться только в одну сторону, только с кликами. И вот Амфибия, собственно, такой безель на этих часах и сделала. Здесь мы видим точку люма и отметки по 15 минут. Единственный недостаток, пожалуй, этого безеля то, что он утоплен в корпус. И любители модифицировать свои часы не смогут так легко этот безель снять и поменять на другой. В комплекте с часами идет довольно плотный кожаный ремень такого коричневого цвета. Цвет действительно красивый, он переливается от темно-коричневого в светло-коричневый. И надпись внутри «Восток», натуральная кожа. Ну, естественно, этот ремень на данный момент не новый, он уже побывал и в воде, и в сауне, и поэтому немножко уже подистрепался. На часах также бронзовая бакля, и на ней логотип «Восток». Ремешок здесь на 22 мм. И давайте посмотрим на заднюю крышку. Задняя крышка завинчивается, на ней есть надпись «Амфибия 1967, сапфир, бронза, нержавеющая сталь, 200 метров, 31 камень, автоподзавод» и номер 108 из 300. Собственно, было выпущено 300 штук таких часов бронзовых амфибий, и довольно большой ажиотаж был на эти часы, всем не досталось, очень много этих часов перепродавалось и перепродавались по действительно цене сильно выше, чем изначально они продавались на сайте том же Miranom. Задняя крышка завинчивается, и как раз таки задняя крышка сделана из нержавеющей стали.
Зачем это сделано, я думаю, многие и так знают. Дело в том, что бронза, она немножко пачкает и руки, пачкает одежду. И для того, чтобы сильно не соприкасалась как раз таки с кожей, заднюю крышку на бронзовых часах делают стальной в основном. Но, собственно, эти часы носить под белую рубашку все равно не стоит. Все-таки бронза – это тот материал, который пачкает одежду, пачкает руку. И если вы заметили, если у вас были бронзовые часы, если вы их носили, то от них остается такой зеленоватый оттенок. Но, собственно, за это бронзу и любят, потому что эта патина, она украшает часы. И каждые часы будут индивидуально покрываться патиной в зависимости от того, где вы в них были, в каком море вы в них плавали, в пресной воде, либо в соленой. И все это будет действительно влиять на то, как будут выглядеть именно ваши часы. Поэтому многие как раз таки любят бронзу за их уникальность, за то, что каждые часы могут быть действительно очень разными. При этом бронза очень легко чистится, и снять патину совершенно несложно. Вытирают, убирают, и можно ее вычистить абсолютно до блеска. И опять-таки можно поиграть, поэкспериментировать, почистить только какие-то определенные места, в других местах оставить патину и делать с часами такой внешний вид, который будет вам действительно очень нравиться. В часах установлен мануфактурный механизм «Восток», калибр 24-15. Запас хода у него 33 часа и точность минус 20 плюс 60 секунд в сутки. Конечно, это механизм не лучший, но эти часы покупают не за механизмы. Я думаю, что многие согласятся со мной, что как раз таки Восток, Амфибио, тем более такие лимитированные серии, берут не за механизм. Если вы хотите действительно точность хода, покупайте электронные часы. Здесь же это вторично, здесь же все-таки основа идет внешний вид, сам форм-фактор, это история завода. И эти часы действительно уникальны, и точностью хода, пускай они не могут похвастаться, да в принципе, как и большинство бюджетных механических часов, тем не менее выглядят они действительно классно. Также производитель порадовал нас сапфировым стеклом. Сапфировое стекло с антибликом, честно говоря, антиблик здесь довольно слабенький, мне особо не понравилось. Но стекло выпуклое, имеет такое приятное искривление по сторонам. Оно немножко выступает даже над безелем, где-то буквально на 1 мм. Выглядит действительно круто, и сапфировое стекло, опять-таки, это то, чего очень не хватало амфибии, потому что многие жаловались на органическое стекло, на то, что оно постоянно царапается, что царапается даже от воздуха. И теперь с сапфировым стеклом амфибия выглядит гораздо лучше. Жаль только, что это не очень серийное производство, что это все-таки лимитированная серия. И основные базовые амфибии все-таки так и остались у нас с органическим стеклом, с двунаправленным безелем, а такие часы идут только лимитированными сериями. И, конечно, цена их выше. Стоимость этих часов составляла 32 тысячи рублей. Конечно, для амфибии это нереально дорого, это действительно много, но часы получились достойные. Мне кажется, что эти часы своих денег стоят. Тем более, что на перепродаже их предлагают за гораздо большие деньги. Давайте внимательно рассмотрим циферблат. Здесь циферблат типа сэндвич. Верхний слой он такого темно-темно-коричневого цвета. Многие думают, что это черный, но если сравнить, это действительно не черный, это темно-коричневый. Можно сравнить с темно-коричневым буклетом, который идет в комплекте. И это гораздо больше похоже на то, что мы видим на циферблате. На циферблате надпись «Восток 1967», сделана в России. И нижний слой полностью покрыт суперлюминовой, в прорезях мы видим свечение. И стрелки действительно, это золочение выглядит очень классно, очень красиво играет на свету. Мне действительно очень понравилось. В принципе, цифер у этих часов выглядит круто. Он имеет такую структуру действительно красивую, рифленую. Выглядит необычно, выглядит классно. И для амфибии, мне кажется, это очень такой хороший шаг. И, возможно, стоит рассмотреть такого формата циферблат и в более серийном производстве. Ну что, друзья, давайте посмотрим, как выглядят в темноте эти часы. Действительно светят классно, очень ярко, такое зеленоватое свечение. И мы видим его из прорезей этого циферблата сэндвич. Конечно, очень долго светить часы не будут. В принципе, говорят о том, что хватает где-то на 2 часа времени полной темноты. Я понимаю, что это не тритий, но выглядит классно и красиво. Мне кажется, вполне себе достойный люм. Ну и давайте посмотрим, как часы сидят на руке. В принципе, даже на небольшом запястье часы сидят очень комфортно. Они невысокие и очень красиво мне нравится, как переливается
сапфировое стекло, такой синий оттенок имеет, действительно выглядит очень круто. Ну и на руке сидят абсолютно комфортно. И вот как раз таки вот в этих местах от заводной головки, от соприкосновения корпуса с кожей могут оставаться такие зеленые следы на коже. И если у вас будет белая рубашка находить на часы, то по-любому ее манжет тоже будет зеленого цвета. Еще интересный момент, корпус здесь слегка выгнут, и он как облегает запястье. На руке действительно сидит очень комфортно, и совершенно часы на руке не мешают. Давайте посмотрим на детали этих часов в небольшом увеличении и еще раз насладимся внешним видом действительно интересной модели Восток Амфибия 1967. Ну что, друзья, если часы вам понравились, ставьте лайк и пишите в комментариях ваши мысли. До новых встреч на канале. Пока!